Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Я так поняла, что многим они понравились именно в данном цвете. И с новым узорчиком. Сразу же напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики все универсальные. Вы вяжете один и тот же узорчик из разной пряжи, и он выглядит совершенно по-другому. Поэтому пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми буду сегодня работать. Смотрите, новички, кто еще не вязал. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Так, идем дальше. Вот, в моточке в 100 граммах находится 500 метров. Далее смотрите, что это за ниточки. 75% здесь акрил, 20% это шерсть и 5% металлическая ниточка. Видите, как они переливаются за счет этой ниточки. Идем дальше. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от узорчика, от плотности вязания. И сразу же называют цвет. Многим понравился. Смотрите, 452. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому я беру крючок номер 3. Так. А вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию от производителя, да, инструкцию, и смотрите рекомендуемый крючок, который вам рекомендуют под вашу пряжу, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 19 петелек. Я наберу 2 раппорта, у меня получается 38 воздушных петелек я наберу. Схемку к данному узорчику я прикладываю, схемка отличного качества. Те, кто умеет работать со схемками, смотрите, вяжите, сами себя контролируйте. Ну а те, кто не умеет вязать по схемкам, давайте провяжем вместе. Потом вы сравните со схемкой те или иные элементы, как обозначаются, увидите, что все очень элементарно и просто. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я буду набирать 38 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Вот мой будущий образец. Не смотрите, что он такой длинный, да? Будут волны, и поэтому узорчик аккуратненько раз и уменьшится. Увидите. Итак, для начала предлагаю сделать, особенно новичкам, вспомогательный ряд, чтобы вы в воздушных петельках не запутаетесь. Мы сделаем ряд столбиков без накида. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, воздушная петелька. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Это не по схемке, да? Это мы с вами просто делаем вспомогательный ряд. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе. Столбик без накида. И вот так вот пройдитесь по всей цепочке, провяжите столбики без накида. В дальнейшем, когда мы будем провязывать с вами узорчик, так будет намного проще, поверьте. Ну, естественно же, опытные мастерицы можете написать, права я или нет. Вот. И вот так вот аккуратненько со своей скоростью провязываем столбики без накида до конца ряда. Сами себя проконтролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. На моей цепочке получается 38 воздушных петелек, значит у меня должно быть 38 столбиков. Все, несложная математика. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид и возвращаемся сюда же, в этот же первый столбик, и провязываем столбик с накидом. 1. Накид. Сюда же опять возвращаемся, провязываем столбик с накидом. 2. Сюда же 3 и 4.
И получается вместе с 3 петельками подъема, которые мы в самом начале провязали, у нас 5 столбиков с накидом. То есть 3 петельки подъема это имитация столбика с накидом. Поняли, да? Идем дальше. Будьте внимательны. Накид. В следующий столбик мы провязываем столбик с накидом и начинаем отсчитывать. Первый столбик. Дальше смотрите, накид. Столбик пропускаем, а в следующий столбик провязываем столбик с накидом. И считаем. Второй столбик. Точно так же пропустили и в следующий, третий столбик. Пропустили в следующий, четвертый столбик. Пропустили в следующий, пятый столбик. Пропустили в следующий, шестой столбик. Пропустили в следующий, седьмой столбик. Пропустили в следующий, восьмой столбик. Пропустили в следующий, девятый столбик. И на этом стоп. Видите? Вот мы с вами провязали вот таким вот образом наши столбики. И получается автоматически у нас узорчик так вот заворачивается. Теперь смотрите. В следующий столбик ничего не пропускаем. Сразу же в следующий столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И сюда же 5. Все. Вот мы с вами провязали один раппорт нашего узорчика. То есть это получается как бы верхушка волны. Опустились. Оно само опускается. В зависимости от того, как видите, как мы провязали с вами. И опять поднимаемся на верхушечку. Теперь повторяем тот же самый раппорт, который мы провязали. В следующий столбик, ничего не пропуская, провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. Угу. И вот как только провязали, смотрите, опять повторяем накид. Сразу же первый столбик провязываем столбик с накидом и считаем. Первый. Пропустили в следующий. Второй. Пропустили в следующий. Третий. Пропустили в следующий. Четвертый. Пропустили в следующий. Пятый. Пропустили в следующий. Шестой. Пропустили в следующий. Седьмой. Пропустили в следующий. Восьмой. И опять пропустили в следующий. Девятый. Все, опять провязали наши столбики. Оно автоматически опять у нас идет волной. Видите? Опустились. И заканчиваем мы наш, получается, ряд. Провязываем 5 столбиков с накидом. Помните, мы сделали петельку подъема? Вот в нее, в последнюю петельку нырнули. И провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. И 5. Все, вот наши 2 раппорта узорчика, да, готовы, видите? И автоматически узорчик сам начинает волну вот такую вот делать. Идем дальше. Теперь наша с вами задача, смотрите, воздушная петелька, поворот, сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Оп. И вот так вот шагаем по всем столбикам весь ряд и провязываем за верхушки наших столбиков предыдущего ряда столбики без накида. Ничего сложного. Вот как вот столбики идут, и мы их провязываем столбиками без накида. Все, вот так вот шагайте. Вот такой вот очень простой элементарный ряд. Посмотрите на схемку. Столбики без накида отмечаются крестиком. И вы поймете, что вы здесь провязываете весь полностью ряд столбиками без накида. Все, вот такая вот картина получается. Справитесь? Я думаю, что справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали столбиками без накида. Вот такая картина у нас получается. И не забудьте, когда мы провязывали столбики, да, помните, мы предыдущий ряд начинали 3 петельками подъема. Говорили, что это имитация столбика с накидом. Так вот, про эту третью петельку не забудьте. Мы тоже в нее провязываем столбик без накида. Понятно? Все.
чтобы краешек узорчика был ровненький. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И ваша задача провязать сейчас все точь-в-точь, 100% повторения вот нашего первого ряда. То есть мы сюда же провязываем 4 столбика с накидом, да? 3 петельки подъема, это имитация столбика. Итак, первый столбик провязали, второй столбик провязали, третий столбик провязали, столбики с накидом и четвертый столбик. Вместе с 3 петельками подъема у нас получается 5 столбиков. Есть. Дальше, смотрите, точно так же. В первый столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом и начинаем считать. 1. Далее, столбик пропустили, в следующий провязываем столбик с накидом. 2. Пропустили, вяжем. 3. Пропустили, вяжем. 4. Пропустили, вяжем. 5. Пропустили, вяжем. 6. Пропустили, вяжем. 7. Пропустили, вяжем. 8. Пропустили, вяжем. 9. Вот, видите? Вот такая картина получается. Как только провязали опять 9 столбиков, ничего не пропускаем и в следующий столбик провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Поняли, да? То есть мы точь-в-точь повторили самый первый ряд. Вот. Дальше вы опять провязываете в следующий столбик 5 столбиков с накидом и начинаете отсчитывать 9 столбиков. Считаете столбики через 1, помните, да? Провязали столбик, пропустили, провязали, пропустили, провязали, пропустили. И вот так вот до конца ряда, так? И в конце ряда в последний столбик опять нужно провязать 5 столбиков с накидом. Я думаю, что вы справитесь, потому что это повторение, ничего нового. Ну а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши волны растут. Так, провязали до конца ряда и в последний столбик не забыли провязать 5 столбиков с накидом. Теперь воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И точно так же, как мы с вами провязывали второй ряд нашего узорчика, мы в каждый столбик за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. То есть у нас первый и второй ряд 100% повторяются в третьем и в четвертом. Поняли, да? Третий ряд повторяет первый, четвертый повторяет второй. Все. Давайте вот так вот самостоятельно до конца ряда. Тут вообще ничего сложного нет. Угу. Все. Провязываем до конца ряда. Схемка перед вами. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Растет наша красота. Столбики без накида. Провязали по всему ряду. Не забудьте, что мы заканчиваем наш ряд. Вот в 3 петельки подъема, в третью петельку обязательно нырнули и провязали столбик без накида. Поняли, да? Все, краешек наш ровненький. Далее, будьте внимательны. 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Повернули вязание. Еще одна воздушная петелька по узорчику. Итого 6 воздушных петелек. А теперь смотрите. 1, 2, 3. 3 накида сделали. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите, какой высокий столбик. Воздушная петелька. 1, 2, 3. Возвращаемся опять сюда же и провязываем еще один такой же столбик с 3 накидами. По 2 петельки провязываем. 2, 2, 2, 2. Угу. Опять воздушная петелька. 1, 2, 3 накида. И точно так же вернулись и провязали сюда еще точно такой же столбик с 3 накидами. Вот эти вот 5 воздушных петель, которые мы с вами набирали, это мы как бы петельки подъема, в то же время это и имитация столбика с 3 накидами. Поняли, да? То есть всего у нас получилось как 4 столбика с 3 накидами. Далее воздушную петельку не делаем. 1, 2, 3 опять накида сделали. И теперь наша с вами задача, мы должны будем пропустить 2 столбика, 1, 2, и в третий, только в третий аж провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У
У нас здесь весь ряд будет состоять из столбиков с 3 накидами. Поняли, да? Итак, считаем первый столбик. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в третий. Провязываем второй столбик с 3 накидами. Итак, второй. 1, 2, 3. 2 столбика пропустили. Третий столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 столбика пропустили в третий. Это уже четвертый столбик с 2 накидами. Ой, с 3 накидами. Сейчас вам скажу. 1, 2, 3. 2 столбика пропустили и в третий провязываем 5 столбик с 3 накидами. Видите? Вот такие вот высокие столбики получаются. Далее, смотрите, делаем опять 3 накида. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И вот в этот вот третий столбик мы с вами провязываем 4 столбика с 3 накидами. И между ними будет по одной воздушной петельке. Итак, первый столбик с 3 накидами и воздушная петелька. 1, 2, 3. Сюда же второй столбик с 3 накидами, воздушная петелька. 1, 2, 3. Сюда же третий столбик с 3 накидами, воздушная петелька. 1, 2, 3. И четвертый столбик с 3 накидами. То есть мы с вами начинали ряд вот непосредственно с таких же столбиков, да, вот такого веерочка. Вот видите, начинали ряд. И получается, когда мы провязали вот эту низинку нашей волны, поднимаемся наверх волны, все, наш раппорт закончен. Далее будет повторение, все то же самое, что мы с вами провязывали, только мы столбики не пропускаем. Сразу же без воздушной петельки. 1, 2, 3. И сразу же в следующий столбик провязываем столбик с 3 накидами, воздушная петелька. Сюда же второй столбик с 3 накидами, воздушная петелька. Сюда же третий столбик с 3 накидами, воздушная петелька и четвертый столбик с 3 накидами. Поняли, да? То есть мы с вами провязываем верхушку нашей волны. Вот видите как? То есть мы повторяем волну, так? Она получается, единственное, что здесь будет такая вот высокие, такие будут у нас столбики. Все, и дальше опять то же самое повторение. То есть сейчас вы не провязываете воздушную петельку. 1, 2, 3 накида. 2 столбика пропустили. И с третьего начинаете провязывать опять 5 столбиков с 3 накидами. Поняли, да? То есть ваша задача, повторяйте все то же самое, что мы провязали здесь. 5 столбиков. Пропускайте через 2 столбика, да? И заканчивайте ряд точно так же. Провяжите 4 столбика с 3 накидами. И не забудьте между ними по воздушной петельке. Схемка у вас перед глазами, так что вяжите. Встречаемся в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, растет наша красота. Смотрите, какие столбики, да, какой эффект создает интересный. Итак, вот мы провязали в последний столбик без накида предыдущего ряда 4 столбика с 3 накидами и между ними по воздушной петельке. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. А теперь помните, у нас здесь была воздушная петелька, да? Вот мы в эту арочку тоже ныряем и провязываем столбик без накида. Далее за верхушку столбика беремся, провязываем столбик без накида. В арочку столбик без накида. В верхушку столбика столбик без накида. В арочку, помните, да? Столбик без накида. В верхушку столбика столбик без накида. Дальше у нас идут столбики, помните, да? Без воздушных петелек. Просто беремся за каждый, получается, столбик и провязываем столбик без накида. То есть мы с вами повторяем наши ряды, когда мы провязывали столбики без накида. Здесь все то же самое. Единственное, там, где воздушные петельки, вы тоже провязываете столбики без накида. Поняли, да? Вот у нас идет арочка, воздушная петелька. Оп, нырнули, значит, столбик без накида. Поняли, да? Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Совсем не сложно. Схемка перед вами. Давайте. В конце ряда я вас встречу. Угу.
Так, смотрите, вот мы провязали целый ряд столбиками без накида. Не забывали в арочку тоже провязать столбики без накида. Смотрите, как мы заканчиваем ряд. Вот наши 3 столбика, так. А потом, помните, мы делали 5 воздушных петелек подъема и петельку воздушную по узорчику. Так вот, вначале мы ныряем вот в эту арочку, провязываем столбик без накида, да. А потом, получается, в 5-ю петельку мы ныряем аккуратненько и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Возвращаемся сюда же и провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три и 4. Получается вместе вот с нашими 3 петельками подъема это 5 столбиков с одним накидом. И дальше ваша задача провязывать все точно так же, как с первого ряда. Поняли? То есть мы точно так же берем, делаем накид. Сразу же в следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Раз. Один пропустили столбик, следующий провязываем. Столбик с накидом 2. Пропустили, следующий 3. Помните, да? Пропустили в следующий 4. Пропустили в следующий 5. Пропустили в следующий 6. Пропустили в следующий 7. Пропустили в следующий 8. Пропустили в следующий 9. И сразу же, ничего не пропуская, мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Угу. Вяжу быстро, потому что это уже повторение. Так? То есть вот наш самый первый ряд. Провязываете вот такие вот столбики, в обратно возвращаетесь столбиками без накида. Потом опять повторяйте, да, первый же ряд. Провязывайте точно так же столбики, волну делаете, возвращайтесь столбиками без накида. Раз, два, три, 4. 5-й ряд провязываете столбиками с 3 накидами, как мы с вами провязывали, и возвращаетесь столбиками без накида. То есть 6 рядочков, дальше опять повторение. 6 рядочков, повторение. 6 рядочков, повторение. Видите, узорчик получается так вот сузился за счет того, что волны. Вот такая вот красота по итогу получается. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получится очень красиво и шикарно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Очень видно вот наши столбики, да, на контрасте с белым. Точно так же вы можете взять ниточку и на контрасте с каким-либо цветом связать. Не забывайте, что мы узорчик можем поворачивать. У нас могут быть вот такие вот волны, да. Ну, естественно, мы можем его вообще переворачивать. То есть, как вам больше понравится, так у вас в изделии узорчик и будет находиться. Смотрите, узорчик у нас получается двусторонний. Нравится эта сторона, это лицевая. Нравится эта сторона, это лицевая. Ну, либо у вас может быть изделие двусторонним. Это может быть летнее парео, да, это может быть палантинчики, это могут быть шарфики, почему бы и нет. Пробуйте, вяжите из тоненьких ниточек из летних, из толстых ниточек из зимних, шарфики, снудики. Это могут быть интересные кардиганы, такие вот удлиненные, да, в пол. Это могут быть кофточки, маечки, топики, то есть на ваше усмотрение, смотря какие ниточки. Если вы что-либо уже вязали данным узорчиком, пишите в комментариях, нам будет интересно, какими ниточками, что у вас получилось. Итак, смотрите, из моих ниточек узорчик вот так не тянется, так, вот так, ну, совсем чуть-чуть тянется. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше. Пробуйте, экспериментируйте. Когда будете набирать петельки, так, вы не отталкиваетесь от стандартного вашего набора, да, то есть скажете, я уже знаю, сколько будет петелек, сколько сантиметров. Видите, за счет волны получается количество петелек у вас будет большое, а узорчик будет сужаться. Поэтому обязательно свяжите для себя образец. Итак, получается раз, два, 3 на 2, это получается 6 у нас, да, рядочков раппорт, еще 6 рядочков раппорт, это уже 12, 13, 14, 15, 16, и первый ряд, самый наборный, 17. Давайте замерим. Получается, в моем случае 37 воздушных петелек, это будет, ну вот, 16 сантиметров, так, а здесь получается 17 рядочков, возьмем за самую крайнюю, да, самую высокую точку,
И здесь получается за самую низкую. Это, ну вот, 14,2, так скажем. Вот, 14,2. Вот. Ну, естественно, давайте сместим с этой стороны за самую, да, точно то же самое, 14,2. Вот такая по итогу получается ажурная, интересная, веселая красота. И хотела вам еще такой момент уточнить. По схемке все столбики у нас обычные, да, то есть у нас здесь рельефных столбиков нет. Давным-давно, в самом начале, когда только начинала канал, я вязала вот такой вот интересный узорчик, вам покажу. Смотрите, он здесь провязывается с рельефными столбиками. За счет, видите, рельефа он получается объемным. Видите, какой красивый. Но, естественно, он получается односторонним. То есть вы можете и эту сторону, как бы, да, непосредственно применить в изделии, и эту сторону за счет рельефных столбиков. Как эти рельефные столбики провязываются, да, и здесь немножечко раппорт отличается, да, то есть получается тут столбики, столбики с накидом, столбики, столбики с накидом. Здесь у нас, видите, какое расстояние есть, столбики с 3 накидами. Я на данный узорчик ссылочку вам здесь сверху оставлю. Смотрите, вяжите с удовольствием. Можете однотонный, можете разноцветный, на ваше усмотрение. Получается очень-очень красиво. Вот такая красота. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Много зрителей смотрят видео, но не подписывайтесь. Подписывайтесь, мне будет приятно. Оставляйте свои комментарии. Отвечу всем. Кому-то пораньше, кому-то попозже, но отвечу всем. Итак, всем ровных петелек. Вяжите с удовольствием. Встретимся в новых видео. Пока-пока.